Женская логика, такой ник, и Марго F6G. Все они, вы оба спрашиваете, как насчет выставки в Москве в конце мая. Вы, помните, говорили, готовились к выставке. Марго, когда будет выставка в Манеже, в которой вы принимаете участие, ждем. Вы знаете, произошла такая ситуация, докладываю вам. Публичность лучше всего в этом случае. В феврале месяце я дал согласие, были составлены документы, договоры, по которым я выплатил сумму за аренду 352 тысячи, за стенд в Манеже. За примерно неделю, наверное, до открытия мне позвонили и сказали, что Манеж отменяется, что власти якобы не разрешили. Гостиный двор. Ну, хорошо, гостиный двор, в принципе, тот же статус, я согласился. И за день до завоза работ мне просто пришло сообщение, что выставка состоится на улице Горького, значит, 4 этажа, контора Art Space называется. Я тут же написал, что я не согласен, прошу вернуть деньги. И тут, значит, началось. Мне позвонила госпожа Вера Николаевна Киселева, директор этого хозяйства, начала уговаривать. Не я разговаривал, я не захотел разговаривать. Юля разговаривала с ней. И по разговору было понятно, что она не собирается возвращать деньги. Мы с юристами написали, значит, предсудебная, называется, претензия, да? Официально, письмом, заказным, ну, как положено, юрист этим занимается, чтобы в 10-дневный срок они нарушили все условия нашей договоренности и защита потребителя прав. Ну и ждем 10 дней, а потом известно, что в суд. Я для себя принял решение никогда не сотрудничать с этой организацией, Art Space называется. Ну, а вы делайте выводы. Джордж, что можно сказать о технологии, в частности, последовательности нанесения красочных слоев в акварели? Важно ли начинать в акварели со светлых тонов? В масле вроде можно начинать из прокладки темных пятен и начинать с любого пятна, например, с главного. Многие акварелисты, долго пишет товарищ Джордж обычно, ну, неважно, прочтем. Перечисляется с буквич Андреяка, в частности, что лучше начинать со светлого, то же самое, да, и постепенно через средние тона идти в заключение к темным, то есть рисунок как бы проявляется постепенно, вроде как это способствует цветовой гармонии и цельности, и технологичнее. Вы начинаете с темного пятна, как и в масле, это ваше личное технологическое решение, ваша манера. И стоит ли этому алгоритму следовать всем обучающимся? Вот так. Ну, вы же не обучающийся, уважаемый Джош. Вы же мэтр. В чем прелесть введения именно так акварельной работы от темного к светлому, как в масляной живописи? Я по-разному пишу, честно. И так, и эдак. И вот так. Одна моя студентка сказала, что ей особенно нравятся мои акварели, потому что я пишу как маслом. Надо пробовать разные технологии и методы. И я также пробую прокрыть весь, значит, лист водой, не прокрыть, сразу по-сухому писать, прокрыть, подождать, прокрыть, не ждать, сразу писать. Везде разный эффект. Поэтому нет единого рецепта, на мой взгляд. Есть в голове какая-то примерное ощущение, схема, ну, что ты хочешь достичь, чего ждать. Но акварель так себя ведет, что ломает все твои планы, и ты подчиняешься этому поведению, следуешь за ней, и что уж получится. А обучающимся, Жорж, уж коль вы радеете за них, важно не это, а важно, различать тональные отношения, композиционно уметь строить. В общем, все то, о чем вы много раз говорили, вот как бы у реалистов, у мастеров
прошлого брать самое лучшее и следовать им, этим рекомендациям известных акварелистов. Андреяка, вы упоминаете его, мне совсем не интересен. Сбуквич интересен. Кстати, у него нет верхнего образования, ну, как он сам говорит об этом. Но вот какое трудолюбие, какое чувствование, знание перспективы говорит о том, что всему можно научиться самому. Я на канале Boosty выкладываю, как я пишу акварелью. Только что выложил новый пост, и вы можете познакомиться с ним и с другими. И собираюсь, меня просят сделать акварельные уроки, именно акварельные. Ну, я постараюсь это сделать в ближайшее время. Сейчас акция в течение, уже 9 дней осталось до окончания. Цветение персика. Я там работаю и акварелью, и маслом. 5 уроков. Заходите, посмотрите презентацию этого курса и выбирайте пакет какой-нибудь с обратной связью или без обратной связи. В любом случае, это некое учебное пособие, как видеть, как различать. Много раз об этом говорил. На составляющие разбивать видимое пространство. Писать цветение – это совершеннейшее удовольствие. И как научиться видеть меньше. Художник видит меньше. Это ошибка, что думают, что художник все замечает, видит больше. Вот как это сузить до 5, 6, 7 пятен каких-то основных. Об этом курс. Заходите на сайт, принимайте решения. Будем заниматься серьезно. Тамара Иванова. Мне 71 год, и я люблю рисовать. Просто беру, что есть, и рисую. Замечательно, Тамара. Бывает даже пастой зубной. И как ребенок радуюсь, никогда и нигде не училась, кроме в школе рисования. И всю жизнь в трудные моменты я начинала что-то чертить, рисовать свои наивные каракули. Мой вопрос такой: может, не стоит людей смешить в мои годы? Но ведь душа требует. Какие годы? Не такие уж прям большие годы, дорогая Тамара. Я следую такому мнению. Вот сколько ты чувствуешь, сколько тебе лет, столько и есть. А на вот этот возраст, на числа, можно не смотреть. Я знаком со многими дедушками, бабушками, которые моложе, хотя по возрасту старше в 2 раза, таковых, которые, да я не знаю, молодых ребят я вот встречаю, которые сдулись. Все плохо, все не так. Жизненной энергии нет. Вот у таких людей можно поучиться. И вам нужно завидовать многим. Я думаю, многие завидуют, если у вас душа просит, и вы пишете. Не надо просто показывать всем. В конце концов, вы пишете для того, чтобы быть счастливой. Вам это приносит удовольствие. Этого достаточно. А показывать можно только тем, кто... как вы чувствуете, вот кому можно показать? Так скромнее. Написали в папочку. Кто захочет, тот посмотрит. Или спросит, что ты там делаешь, дай посмотреть. И уверяю вас, многие завидуют вам и будут завидовать, потому что они так не умеют. Даже если вы никогда не учились, и, может быть, это наивно все. Но это же душа ваша. Пусть она проявляется в творчестве, в любом абсолютно. Я очень радуюсь за вас. Ва-ва-ва-ва-ва. Ник, Слава, что-то давно не было сюжетов про Бато. Какая жаль. У вас не будет каких-нибудь пленэров или выставок совместных? Не знаю. Мы как-то редко встречаемся, в основном спонтанно. Если что-то будет, я сообщу. Марина Урванцева. Вот жил человек, всю жизнь писал картины, складывал их в сарае, никому не показывал, умер. И наследники, найдя кучу полусгнивших полотен, все сожгли. Был ли он художником? Если рисовал не для кого? Не сродни ли он будет той бедной корове, которую вы всегда ругаете? А вдруг у нее богатый внутренний мир? Я корову не ругаю, она просто стояла на мосту, исправляла нужду. Я об этом когда-то говорил. Но это было в контексте. Она просто не знала, что она делает. А мы вокруг люди видели и знали. Мои мысли такие, что картины нам не принадлежат. Мы делаем их, мы создаем, мы творим, мы
вкладываем состояние радости, восторга. Мы счастливы, когда делаем какое-то то или иное полотно. Когда получается. Когда не получается, мы страдаем, но когда добиваемся, мы счастливы. Правда ведь? Ну, вряд ли кто-то будет с этим спорить. Все, вот сделали, подпись поставили, все, с этого момента картина живет своей жизнью. Мы за нее не отвечаем. Мы вложили труд, мы, так сказать, растим свою душу. Этого достаточно для Вселенной. Умер человек. Родственники нашли кучу, сожгли, забросили на чердак, потом оказалось, это Ван Гога произведение. Ну, он уже, этот Ван Гог или какой-то человек, прожил это, когда писал. Все, закончилось. Дальше судьба у каждой картины разная. Возможно, этот художник не заботился о произведениях, он просто писал, он просто жил, он получал большое удовольствие. Был ли он художником, если рисовал не для кого? Для себя. Это самое важное. Этого достаточно. Более того, если мы для кого-то рисуем, мы рискуем попасть под влияние этого кого-то. Как он на это посмотрит? А понравится ли ему? В этот момент мы рискуем перестать быть художником, а делать, чего изволите. И это может превратиться в трагедию. Кто-нибудь приведите пример, если вы знаете таких художников, которые пошли на поводу у публики и кончились как художник. Я думаю, каждый из вас знает такие истории. Те, кто покупает работы, безошибочно, с одного взгляда считывают, честен художник или нет. Вот как он работает, он для продажи или для творчества. Я за то, чтобы писать честно, писать творчески, как вы чувствуете. Ну и заниматься для этого, чтобы это творчество лилось, чтобы по умолчанию само собой все получалось. Нужно просто к этому мастерству идти. То есть смотришь на великие произведения, ощущение, что они сделаны легко, на одном дыхании. Но за этим большой труд. И Фешин, знаете, эту фразу говорил, что если бы картины, которые я пишу, имели запах, то вы бы почувствовали запах пота. Вот сзади меня картина «Бокал мартини», которую я уже выставлял, даже не раз. И вот неуспокоенность моя привела к тому, что вчера я поставил ее на мольберт и в очередной раз прописал какие-то места, с которыми я был не согласен. На сегодня я считаю, что наконец-то эту работу закончил. Я удовлетворен. Хотя вы скажете, это же было там и 2 месяца назад, и полгода назад, и год назад. Да, но я по-другому вижу. Я ничего не могу с этим поделать. Беру, ставлю и исправляю. Если у вас по-другому, дайте знать. Всем будет интересно. Не забывайте ставить лайки, друзья. Это важно для развития канала. Делитесь с друзьями моими видео. Задавайте вопросы интересные. Ну и бокал мартини. Пока.